Удобно, когда в морозилке есть замороженные шампиньоны. Люблю покупать шампиньоны не полностью белые, а с коричневыми шляпками. Они по вкусу не такие водянистые, как белые, и из них выделяется меньше сока при готовке. Они теряют меньше влаги, поэтому остаются более сочными и вкусными. Сначала грибы обязательно мою, заливаю холодной или комнатной температуры водой и мою каждый грибочек. Если есть земля, то смываю или срезаю. Если срез ножки старый, темный, подсохший, тоже срезаю. Мыть надо быстро. Грибы как губка, быстро вбирают в себя воду. Вот столько грязи только с полкилограмма грибов. Мою грибы частями, чтобы они не успели размокнуть. А затем обязательно промываю под проточной холодной водой в дуршлаге. Даю стечь в воде. И когда грибы уже почти сухие, тогда начинаю их нарезать. А вы на канале готовим с вами вместе. Если грибочек маленький, то нарезаю шляпку вместе с ножкой вдоль. А если ножки попались большие, то люблю замораживать отдельно шляпки от ножек. Тогда ножки выламываю из шляпок и нарезаю мелким кубиком. Ножки более грубые и менее вкусные, а шляпки нарезаю удобными кусочками. Если шляпки крупные, то сначала пополам, а потом поперек кусочками, а средние просто нарезаю. Замороженные ножки грибов использую в начинках и супах пюре. Вот так они выглядят замороженные. Грибы порезаны, и затем беру кулечек и со стороны дна перманентным водостойким черным маркером подписываю, что там, и дату заморозки. Это очень удобно. Отправляю подготовленные грибочки в кулек. Немного утрясаю, стараюсь максимально удалить воздух и закручиваю кулечек. Придаю кулечку более плоскую форму надписью вверх, чтобы надпись было видно. Замораживаю порционно на один раз. У меня семья небольшая, поэтому мне удобно по 200-250 грамм. А вот так выглядят уже замороженные шампиньоны. Твердый, замерзший комочек. От него невозможно взять или отбить часть, поэтому порционно очень удобно. В суп можно бросить прямо целиком комочек, так же, как мы варим замороженные овощи, не размораживая и не обжаривая. А для жарки грибов я их слегка размораживаю. Всего 5-10 минут на столе, и грибы отделяются друг от дружки. И в таком виде отправляю на сковородку. Если же грибы совсем разморозились и превратились в скользкую жижу с водой, то, конечно, они не будут такими сочными и вкусными. Но выбрасывать не надо, а можно приготовить блюда, в которых это будет незаметно. Например, жульен с грибами, начинку для пирогов и вареников или суп-пюре с грибами. Шляпки грибов вкуснее, чем ножки, поэтому их можно тушить, обжаривать и добавлять в супы. И там, где виден красивый кусочек. Таким способом замороженные грибы хранятся в морозильной камере несколько месяцев, не теряя своих свойств и вкусовых качеств. Надеюсь, это видео кому-то будет полезным. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Спасибо за лайки, комментарии, подписки и делитесь с друзьями. Приятного аппетита! И готовьте с удовольствием!